почему наша цивилизация исчезнет. Веселая тема. Если смотреть древние цивилизации, атланты, майя, ацтеки, шумеры и много других, то все они исчезли. И особенно древние цивилизации, они знали, что они будут исчезать. Поэтому оставили очень много информации, которую не каждый еще может прочитать. Да и кто у нас может читать? Только те, кто был в той жизни, могут прочитать. Так вот, по факту все цивилизации, они исчезают, и выходит новая цивилизация. Почему? Потому что насыщенность Земли, она разрастается людьми. Но почему она разрастается людьми? Потому что питать Землю нужно. А чем питать Землю? Питают Землю души. Как они питают? Питают Землю души с помощью энергии. То есть душа, которая растворяется, не попадает в ад. Она просто растворяется и попадает ниже ада. Она уходит в энергию, питает Землю. В нашей Земле внутри есть ядро. И от этого ядра, по факту, живет вообще планета. Если там взять с начальных классов географию, там вот эти деления, ядро, кора и все прочее. Так вот, питание идет оттуда же идет все извержения вулканов, как подводных, так и наземных, которые выходят наружу. Наружу они выходят в определенный момент, они не всегда выходят. Это тоже есть тому важные моменты, что происходят определенные изменения не только в Земле, в самой коре, а в то, что витает вокруг Земли. Ну, что витает вокруг Земли? Или витает человечество, наша цивилизация. И вот эта цивилизация задает некие изменения на планете, которые задают ритм той частоты, которая дает причину этих катаклизмов. Человек может долго говорить, что мы ни в чем не виноваты. Это все происходит само. Но по факту мы задаем частоту, от которой происходят все изменения на этой планете. Человек, верующий, неверующий, понимающий свою душу, осознанный, неосознанный, он дает импульс этой Земле, находясь на Земле. И за счет этого Земля, она может задавать как отрицательную, так и положительную энергию. Плюс важные моменты. Цивилизации, которые жили ранее и которые до сих пор имеют определенные исторические моменты на Земле, а где-то под землей, где-то над землей. Они еще пирамиды, они до сих пор еще задают источник энергии, не такой сильный, как ранее. И те даже бывают ситуации, племена, либо города, деревни, живущие возле вот этих источников, можно обратить внимание, что они живут и, в принципе, совершенно все по-другому у них происходит. То есть они в другом ритме, в другой частоте вообще. И
напоминая о том, что люди в деревнях, поселках, они более чище, можно сказать так, внутри, потому что не преследуют никакую алчность, власть и все прочее. И плюс их питает земля. Земля питает не с точки зрения только там помидоров и огурцов, которые наверху растут, но и питает внутреннюю душу, если правильно ее раскрывать. Конечно, очень много тел, которые ее не раскрывают и просто так же существуют на коре земли, ничего не меняя. Но живя вот в таких местах, они имеют большие возможности для этого. Да, их одарили бедностью, да, их одарили каким-то дискомфортом проживания в жизни, какими-то на сегодняшний день, можно сказать, моментами красивого бытия. Их ограничили. Им дали другое, чтобы они не отвлекались от шума и использовали эти моменты в этот момент. Поэтому такие бедные страны, как Гватемала, там, Мексика, определенные штаты, Гондурас, они имеют эти возможности сосредоточенности на развитие своей души. Ну, понятно, не все это будут использовать, кто-то будет использовать, наоборот, криминал и возможности, потому что вокруг это процветает. И это нормально, потому что баланс природы, планеты, он должен быть, как в животном мире есть баланс травоядные, да, есть хищники. Если тех больше, тех это, да, проблема с теми. То есть то же самое и в цивилизациях. То есть они всегда были хорошие, плохие, можно сказать, белые, черные. И сейчас то же самое. Но на сегодняшний день поток вот этого, если говорить про цвета, в сравнении брать с цветами белое и черное, то черного его больше. И за счет этого планета будет питаться этими черными душами, можно так назвать, чтобы просто было понятно. И сама планета, она выживет. Просто говорят там про космос, про астероиды, там про сколько-то лет ученые говорят, что вот там Земля исчезнет, и, возможно, жить на Земле не получится. Нет, исчезнет цивилизация. И жить будет уже другая цивилизация с другими взглядами и частотами, задаваемыми на этой планете, что позволит планету восстановить. Пока цивилизация не исчезнет, будет уничтожение этой планеты. И то планета максимально питается, как я сказал, черными душами, которых в окружении очень много. И за счет этого она восстанавливается, можно сказать так. Но тем самым она уничтожит полностью цивилизацию. Цивилизация уничтожается уже с большой скоростью. Для этого наше поколение придумало компьютеризацию, цифровизацию, искусственный интеллект и все такое прочее, что позволит роботам полноценно уничтожить этот человеческий мир этой цивилизации. Ну а дальше придет другая цивилизация с другим мышлением, взглядом. Но самое важное, что придут те души, которые видели это все. И вот эти души, которые будут просыпаться и понимать, сколько цивилизаций они прожили,
некоторые души есть старые, которые жили и майя, Атлантиду, шумеров и других. Просто есть проснувшиеся, а есть нет. В этом разница. И когда они видят все вот эти повторные ошибки цивилизации, потому что в каждой цивилизации были ошибки, соответственно. Но в нашей они очень масштабные и очень быстро растущие. Поэтому те даже души, которые в этом времени на сегодняшний день у нас присутствуют, они не могут такие масштабы исправить, изменить. Потому что задавать изменения должно большое количество душ. Но так как у нас очень много черных душ, поэтому изменений у нас очень мало. Плюс черные души тянут белых тоже и портят их, так как возможностей для этого на сегодняшний день очень много. Это много не надо, тут он начинается буквально с мелочи того образа жизни, который ведется большинство в крупных городах мира. Поэтому в первую очередь будут уничтожаться крупные города и живущие в них. Их легче всего уничтожить. Там просто показать дорогу и дорогу к концу, и они сами пойдут в этот конец. Сейчас они уже ближе к этому. Осталось только показать несколько стрелок и все. Те, которые живут дальше от городов, от цифровизации, роботизации, компьютеров, телефонов и всего прочего. Удивительно, но все-таки есть еще такие люди. А они будут еще оставаться, и их души, если они пробужденные, они будут дальше перевоплощаться в новой цивилизации, задача которых будет развивать новую жизнь на планете. Это сложная задача. Чтобы такие задачи выполнять, они должны быть подготовлены не только этой жизнью, но и жизнью предыдущих цивилизаций. Потому что ошибки повторяются, просто показываются разными картинками. И подготовленные души будут перевоплощены в новую жизнь следующей цивилизации, которая позволит жизни новой на этой планете. Все остальные попадут в поток энергии для укрепления Земли, либо в ад для долгих мучений, работы и возможности получить через десятки тысяч лет
выйти в новое тело на новой цивилизации на этой планете. Но к этому времени еще очень многие изменения могут произойти, поэтому вероятность выхода остается минимальна. Возможность только будет у тех душ, которые работают без тела, которые также имеют эту возможность. Вот так будет уничтожаться наша цивилизация и все красивые домики, самолетики, пароходики, машинки исчезнут. Исчезнут так же, как и исчезли майянские города, ацтековские и многие другие в разных странах. Поэтому все это идет к одному большому концу. И в дополнение я считаю, что каждая цивилизация зарождала семя отрицательной энергии. И оно с каждой цивилизацией возрастало. Наша цивилизация очень сильно это возросло. Это можно наблюдать с момента ацтеков, когда ацтеки пришли более кровожадные, которые частично убили последнее поколение майя, изменили их города, перестроили их города, пирамиды на пирамиду построили. Потом более кровожадные пришли, уничтожили ацтеков. Это испанцы, где в каких-то странах других португальцы, англичане. Позахватывали кучу земель, поуничтожали племена, везде разные. Уничтожили историю, их полностью стерли. И поставили свою власть. Власть — это эго как раз того общества, что мы такие вот крутые. И эти поколения, вот как раз ацтеки, испанцы, каждое поколение становится более кровожадным. Наше поколение, оно чуть более кровожадное, чем было ранее. Хотя кто-то сейчас будет говорить: нет, раньше была сильнее война. Нет, не с точки зрения физических там расправ, с точки зрения компьютеризации, цифровизации, порнографии и все прочее. Это убивает, возможно, не физическое тело, а разум. И это просто не такими масштабами визуально видно, как это там, допустим, выстрел из пистолета либо из автомата. Хотя они тоже на сегодняшний день очень сильно разрастаются со скоростью такой, чтобы быстро все здесь почистить на этой планете и зародить новую жизнь. Я не хочу жить вечно, только боюсь умирать. Знаю, что все конечно, но не могу не кричать. Я не хочу все знать, но у меня есть цель, и мне нужно понять,